Счастье, счастье, счастье летит, королевское счастье. Девам, королевам и королям. Да, вот такое счастье летит, и мы его вместе с вами запускаем в 23 год. В такой красивой форме запускаем счастье, крепко за него держимся и следуем в течение всего года за этим счастьем. Держимся, и все проблемы, все вопросы, которые будут поступать в 23 году, будем держаться вот за эту форму счастья. И таким образом год, несмотря ни на что, будем отталкиваться от того, что ты запустил. Запускаем большой, сильный позитив. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Запускаю такое счастье. И сразу, конечно же, королевский лайк. Спасибо. И смотрим с вами январь 23 год. С чего начинается этот год? Конечно же, сразу смотрим, где находится ваш управитель. Начинается год, где находится управитель, ваш управитель Меркурий. Меркурий будет делать в этом году 4 ретроградных движения. Это много, но, как правило, 3-4 раза Меркурий вот таким образом в течение года. Это очень быстрая планета. В этом году будет 4 раза. Начинается сразу с ретроградности. И находится ваш Меркурий в знаке зодиака Козерог. Тоже в земной стихии. Там, где слово не расходится с делом. Как это работает для вас? Итак, Меркурий идет у вас по 5-му сектору. Начинается с ретроградности. Что такое по 5-му сектору, когда проходит Меркурий? Это информацию, которую вы будете получать, она вам принесет радость, удовольствие, настроение, счастье, удачу, успех. Потому что все, что по 5-му сектору, это ты всегда получаешь удовольствие. Ты всегда получаешь приятные сообщения, приятные новости. Они могут быть очень неожиданными, потому что будет делать очень хорошие аспекты Меркурий, о которых мы сейчас поговорим. Но начинается с того, что он ретроградный, откуда-то из прошлого. Может быть, к вам приедут ваши дети, может быть, приедут ваши внуки. И это получится неожиданно, случайно. Вот так выходные как-то подобрались, и была такая возможность увидеться со своими детьми. То есть то, что вам приносит радость. Кому-то приносит радость встреча со своими детьми, с внуками, кому-то принесет радость встреча со своими друзьями, кому-то принесет радость отдыхать дома и читать какую-то свою литературу, дочитать какую-то свою книгу, кому-то фильм смотреть. То есть все, что приносит вам радость и удовольствие. Вот таким образом начинается у вас 23 год. И находясь в Козероге и находясь в ретроградном движении, сразу же будет 8 числа сделает трин, это гармоничный аспект, тригон называется гармоничный аспект, с Ураном. Уран находится в Тельцах, тоже приземленный, тоже земной. То есть никакой иллюзии, никакой расплывчатости, никакой забыл, опоздал. Там Уран тоже находится в очень стабильном положении и делает между собой вот такой чудесный трин. О чем это говорит для вас? Это говорит о том, что еще раз, это может произойти случайно, неожиданно. Как-то у вас выпадут какие-то выходные, или вы не так сильно будете загружены на работе первые дни и вообще в течение месяца. Настолько расслабленное такое состояние, что ты можешь от всего получать удовольствие. От самой примитивной бытовых дел. Но тебе как-то это в удовольствие и в радость. Потому что информацию, которую ты получаешь, или информация, которая через тебя проходит, или коммуникация, с которой ты встречаешься, или точно так же торговля, которой ты будешь в течение этого времени делать, оно все приносит тебе положительный результат. Если у тебя состоялась какая-то сделка, она так удачно у тебя сложилась, что прям ничего не нужно было, как-то и покупатель нашелся, и сделали все бумаги, и все договорились, и несмотря на то, что до 12 числа будет ретроградный, до 12, сейчас я посмотрю, до 18 будет ретроградный Меркурий, но тем не менее можно начать уже сделку, и оформление уже можно начать
если будет покупатель. Либо вы что-то захотите купить, приобрести, вы тоже можете начинать уже смотреть, начинать присматриваться, делать какой-то ресерч, подводить какие-то итоги, что это за покупка, как можно. То же самое и все, что связано с банковскими структурами. Можете. Почему? Потому что Уран дважды сделает в этом месяце, дважды сделает вот этот вот трин к знаку зодиака, к Урану. Ваш Меркурий дважды сделает трин, то есть гармоничный аспект к Урану. Конечно, это большой-большой показатель того, что очень удачно складывается информативно-торговая ситуация. Документы, которые к вам поступают, вы вполне может быть, что вы захотите проверить всю свою документацию. Вы можете найти очень ошибку, что вы делали отчет за прошлый год, и эта ошибка будет работать вам на плюс. То есть вы можете еще раз обработать свои какие-то документы, еще раз подать, вы можете получить бонусы, которые вы недополучили, вы можете вернуться какие-то финансы, которые вам не были выплачены только потому, что вы что-то не указали. Можете переделать это. Точно так же все, что связано с банковской структурой. Вы можете переделать свои проценты, которые вы платите. Вполне может быть, что финансовый подъем в этом месяце, который перекроет вам какой-то ваш долг. То есть очень удачно складывается все, что связано с вашим управителем. Вот от этого отталкиваемся. Дальше смотрим, конечно же, Солнце. Смотрим Солнце. Для вас будет... Само Солнце по себе находится в знаке зодиака Козерог, и там собрался этот стелиум, о котором мы говорили, и этот весь стелиум собрался еще в 2022 году. Он плавно перешел в 2023 год. И для вас эта позиция, вся эта позиция говорит о том, что очень хорошо складываются дела, связанные с работой, с карьерой и точно так же со здоровьем. Все, что связано со здоровьем, так как Венера тоже будет проходить по дому здоровья. Солнце находится в Козероге, делает сразу же очень хорошего, в январе делает очень хороший трин к Урану. Солнце делает трин к Урану авторитетно, уважительно. Вполне может быть, что вам предложат какое-то повышение по вашей карьере. Вполне может быть, что вы очень успешно, удачно проходите какое-то интервью. А еще даже может быть, что у вас 2-3 выбора есть. У вас есть предложение одной, другой, третьей компании, которая вас предлагает. Вы проходите очень удачно интервью, вас куда-то берут, и это будет другая совершенно позиция. Дальше 18 числа Солнце будет делать с Плутоном соединение. Так как Солнце находится в знаке зодиака Козерог, они сделают соединение с Плутоном, и это тоже у вас проходит по сектору работы. Сейчас я еще раз проверю. По сектору работы и по сектору, да, по сектору работы и по сектору здоровья. Вы, те девы, по комментариям даже я читала, что многие спрашивают, как избавиться от лишних килограмм. Так как дева долго остается в хорошей форме, но если в какой-то момент жизни набирает лишний вес, то потом очень тяжело никак не может скинуть эти килограммы. Несколько раз подходит к этому моменту, никак не получается. То есть они прям как укоренились, как сели, они никуда не двигаются, эти килограммы. Так вот, когда сделает с Плутоном, здесь очень хороший момент, потому что по сектору здоровья идет. Очень хороший момент, посмотрите, рассмотрите свой рацион. Кто-то захочет, и будет очень хороший для этого момент сделать вот такую себе новую вид питания. Кто-то избавится от каких-то, кто-то от мяса захочет избавиться, от каких-то продуктов захочет избавиться, кто-то захочет избавиться от курения, это тоже связано со здоровьем. Те знаки, где управитель Меркурий, а это близнецы и это девы, там категорически не рекомендуется все, что связано с куревом, потому что Меркурий – это голос, это горло, это легкие. Поэтому, конечно, всегда нужна вот здесь вот хорошая свобода всему этому. Так что будет очень хороший момент, вы можете смело браться за это дело, кто хочет пересмотреть
просто полностью пересмотреть свое питание. Кто-то захочет какие-то микроэлементы добавить в свой рацион, кто-то захочет сделать какие-то спортивные усилия. Хотя девы не особо расположены к таким видам спорта, которые делают нагрузки очень большие для организма. Вы больше делаете такой более размеренный образ жизни. Поэтому есть такая возможность в этом месяце, пересмотрите. И это для вас будет очень хорошо работать. То же самое все, что касается, связано с вашей деятельностью, профессиональной деятельностью. Здесь тоже захочется, очень положительно отражается. Вы даже особо делать ничего не надо, вас вот так вот выведет обстоятельства, что либо меньше нагрузка начнется на работе, вот как-то меньше нагрузка начнется, не будет такой суеты, не будет такого раш, который вот прям сделать, успеть, кто-то не вышел, за кого-то делать. Абсолютно нет, все распределяется по вот таким аспектам очень пропорционально. Следующее, что мы смотрим, ну давайте посмотрим Марс. Марс до 12 числа будет находиться, Марс находится в Близнецах, то есть там, где управляет Меркурий, находится Марс там. До 12 числа Марс ретроградный, стоит он там долго, очень хаотично себя ведет. И для вас Марс находится тоже в секторе статуса. В секторе статуса. И с 12 числа, когда пойдет на прямое движение, вот какой-то статус у вас меняется. Вполне может быть, объединяются пары. Если вы были в разных даже странах, в разных городах, появляется возможность соединиться вместе, а это уже другой статус. Кто-то может получить документы, и вы уже не просто житель какого-то города, какой-то там страны, вы можете уже претендовать, что вы здесь уже полноценный, кто-то получает прописку, кто-то получает документы, кто-то получает разрешение на проживание или продлить контракт где-то, то есть меняется статус. А также по такому Марсу, конечно же, Марс это мужская энергия, конечно же, вы можете, те, кто хочет, те, кто долгожданно стать родителями, вы можете узнать о том, что у вас будет пополнение в семье, тоже по этому аспекту вполне может быть. Следующее, что мы с вами смотрим, давайте посмотрим с вами Венера. Венера сделает 3 транзита в этом месяце. До 3 числа Венера находится в Козероге. И такая Венера, она вам очень знакома. Она совсем не королевишна. Она совсем строгая, требовательная, чистоплотная, конкретная. До 3 числа. А затем сделает транзит. До 3 числа будет находиться и до 3 января будет находиться в Козероге, затем сделает транзит к Водолеям. Совершенно другого характера уже становится здесь Венера. Легкая, захочется как-то поиграть какими-то красками, захочется что-то поярче, выделиться, быть заметным, немножко внести какую-то такую шарм в свой гардероб, что-то изменить в своем гардеробе. Ну, в вашем случае это будет наилучшее положение с Венерой, когда Венера с 27 числа зайдет в знак зодиака Рыбки. Это самая наивысшая точка, то есть экзальтация Венеры в знаке зодиака Рыбы. И для вас это будет идти по сектору семьи, сектору брака. Очень большой шанс. И Марс в очень хорошем положении. Очень большой шанс встретить своего человека. Те, кто еще в поиске, кто еще не встретил своего человека. Очень большой шанс для того, чтобы семью создать, чтобы родителями стать, чтобы встретить своего единомышленника, друга. То есть ты решаешь вот на этом аспекте, ты можешь решить очень личные свои какие-то задачи. Ну, что еще? Еще о чем мы с вами говорим? Что мы еще с вами посмотрим? Какие? Юпитер. Да, конечно же, Юпитер, мои хорошие, делает транзит. Юпитер будет находиться в знаке зодиака Овен. И позиция Юпитера очень хорошая. Он очень сильно действует туда, потому что это такой же огненный знак. И он опять начинает свой 12-летний цикл. Для вас это просто великолепно. Пойдет Юпитер по сектору финансов. То, что девы любят, то, что девы ценят. Финансов, стабильности,
успеха, финансовый подъем, хорошие покупки, сделки. Кстати, многие вот на таком транзите продажи, если кто-то занимается продажей, у вас очень хорошо поднимается бизнес, хорошо идут продажи. Можете хоть что продавать, девы. Вот если у вас даже свои какие-то вещи, которые вы не носите, выставляете на онлайн, эти вещи у вас улетят. У кого-то какая-то есть, может быть, недвижимость, которая, ну вот даже отвязаться от нее хотите, вы ее не обрабатываете, у вас нет времени, может у кого-то участок какой-то, у кого-то может быть дача где-то, где-то у кого-то остался, может быть, домик от родителей в таком месте, где вы недоступны, вы особо туда не ездите, вы сможете очень хорошо избавиться от, избавляясь, вы приобретаете финансы. И вы убираете какую-то такую нагрузку, которая, ответственность, которая за этой недвижимостью для вас была. То есть очень хорошо, проходя по этому сектору, Юпитер сделает вам очень хорошие, удачные финансовые сделки, финансовые покупки. Ну и, конечно же, по этому сектору это встреча, и встреча такая сексуального характера. Настолько вам кто-то понравится, что вы можете просто... Ну, те, кто в поиске, те, кто не в паре. Потому что те, кто в поиске, они себя определенным образом ведут. Это другие люди, их видно, они себя по-другому, они сигнал по-другому дают. Те, кто в паре, те, кто вместе, ты по-другому, просто проживаешь по-другому, ты по-другому излучаешь другое. Но те, кто в поиске, те, кто еще не встретил человека, можете очень сильную страстную любовь свою встретить. Прям скажете, это прям любовь всей моей жизни. Тоже на этом прохождении Юпитера по этому сектору такое тоже может быть. Ну вот так, мои хорошие. Что? Месяц? О чем месяц? Многие ценности, которые для вас были вот прям как ценность, оно в этом месяце, оно четко и ясно вам покажет, что мне это уже не такая ценность. Большая мне ценность это убрать и скинуть какую-то нагрузку, которая есть. Это может быть нагрузка физического характера, то есть избавиться от ненужного веса. Или это может быть нагрузка, которую вы ведете. Кто-то очень большую бухгалтерию ведет, кто-то в больших компаниях работает, везет. Это такая нагрузка и ответственность. Кто-то, может быть, несет на своем производстве, вот не выполняет кто-то, вам приходится проверку большую делать, время свое оставлять на рабочем месте. То есть захотите скинуть нагрузку, и эта нагрузка может быть как физического характера, так и ментального характера. Кто-то захочет очень отказаться от каких-то отношений, которые, это даже... Может быть, среди родных, среди родственников, вот кто-то прям вот с утра начинает звонить, рассказывать про себя, хочет вас вовлекать в свои дела, хочет, чтобы вы участвовали в этом. Вот вы захотите вот такого, так скажем, избавиться от каких-то вот такой вот ноши, которая для вас это станет ценным. Избавиться от какой-то тяжести, как физического, так и ментального характера. Вот о чем этот месяц. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье в 23-й год и обязательно его прям крепко-крепко держать, устойчиво, крепко пронести его весь месяц. И несмотря ни на что, что бы ни происходило, всегда помните, вот у меня есть позитив, от которого у меня есть позитив. Что такое счастье? Это позитив, это здоровье, это финансовая стабильность, это удовольствие, это радость. И даже несмотря ни на что бы ни приготовила жизнь, я это держу крепко и от этого отталкиваюсь. Вот с этим решаю. Для вас это очень важно, потому что вы это мысли. Вы это мысли. Для вас мысли имеют вес, имеют вот эту тяжесть. Если они негативные, они для вас очень тяжелые. Ну что, мои хорошие, королевского вам января. Но вижу Розану, слышу такие слова. Конечно, королевский лайк от Девы. Обнимаю вас.